Здравствуйте. Могут ли наши поступки из прошлого влиять на судьбу наших детей? Да, могут влиять на судьбу ваших детей до момента, пока у ребенка не появляется первая интимная близость. Если ребенок девственный, то даже если ему 45 лет, то поступки мамы онлайн могут на него воздействовать. В случае, если ребенок уже не девственен, то тогда поступки родителей, за поступки родителей, которые были ранее, он не отвечает. В случае, если этим поступком не были поступки убийства. Ага, здесь еще целая куча сообщений, которые вы написали в Ютубе, да? Ого, как много. Ага. Андрей Андреевич, как бросить курить? Когда вы курите, каждый раз берете перед тем, как зажечь сигарету, вот, нет, есть другой способ. Четверг 4 числа, найдите месяц, когда будет четверг совпадать с 4 числом. И когда будете ложиться спать, четверг 4 числа, произнесите: все, с завтрашнего дня больше курить не буду. И бросите. Если первый раз не поможет, второй раз поможет. Но обычно 3 раз достаточно. Да, обычно даже 2 достаточно. Будет хорошо. Наташа Таша. Существует ли понятие полукровка? Ну да. Влияет ли это на судьбу? Нет. Если влияние эгрегоров, если судьба действительно непростая есть, есть ли доступный метод вырваться из эгрегора и поддержка необходима? Есть. Проходите вторую платную ступень эзотерической школы Кайлас. Я даю методы, как убрать себя из влияния эгрегоров. Елена Кожевникова. На даче горели в мангале дрова, и долгое время из огня горело четко выраженное лицо. То ли человека, то ли черта какого-то. Все окружение видело, были удивлены. Длилось минут 5. Что это может быть? Дух огня. Очень часто дух огня появляется. Дух огня появляется, потому что он требует, чтобы ему что-либо преподнесли. Поэтому, скорее всего, вы должны, или ваша семья, кто участвовал, должны духу огня. Что он хочет обычно? Он хочет, чтобы ему дали мясо, если жарите шашлыки. Говорите: это мясо, которое я жарю, выкуп духу огня, и необходимо бросить в огонь. Тогда, как появилось это? Дух огня или долг духу огню мог появиться в случае, если в семье был пожарный. Или было кто-то, кто потушил пожар, то есть дух огня сжигал лес там или еще что-то, и потушили водой. Дух огня теперь вы ему должны, потому что это было его, а кто-то из семьи забрал возможности. И теперь он появляется, и вы должны его накормить, сказать. Но еще, для того, чтобы не дразнить духа огня, я всегда говорю такие слова: не лейте воду на огонь, не делайте этого, не заливайте воду огнем, огонь водой, потому что дух огня может стать агрессивным по отношению к вам. Также даже слюнями не надо затушивать свечу, потому что дух огня агрессивное существо и может в дальнейшем заставить вас быть должником. Тушите его естественным путем, землей можно забросать или еще чем-либо. Дело в том, что и огонь, и вода являются антагонистами, поэтому дух воды и дух огня между собой разнополюсные, и между собой они как бы воюющие за преимущество. И вот такой дух огня, если появляется, необходимо ему сделать от семьи преподношение. В следующий раз, когда будете жарить шашлык, то или что-либо, то обязательно бросьте туда кусочек чего-либо для тех, кто умер, и для тех, кто жив, как бы откупы для одних и для других. Там, почему человек болеет, допустим, можете ли как-то это объяснить? Что это такое? Дело в том, что вот, допустим, смотрите, вы живете в семье и начинаете злиться на ребенка. Смотрите, когда человек злится на другого человека, что он гипотетически от него хочет? Иногда хочет ли он этого человека ударить?
Вот очень часто, допустим, вот сегодня ехал я на машине, и за рулем был мой водитель. И водитель как-то неправильно там, ну, как-то кто-то его там подрезал и так далее. И вот он говорит мне, он говорит, а вот взять бы и наказать этого человека. Я ему говорю, слушай, а ты бы как хотел наказать? Он говорит, в морду бы ему дал, в морду бы дал ему и заставил бы ездить правильно. Что он вот так вот нарушает? Побил бы его. Я ему говорю, то есть ты считаешь, что ты бы получил удовольствие от его боли, правильно? Он говорит, да. Зачем бы ты его бил? Что такое бить другого человека? Это испытывать наслаждение от того, что кому-то больно. Согласен с этим? Он говорит, да, Андрей Ильич, очень правильно. Он говорит, вы мне это говорите, и мне даже приятно. Я говорю, видишь? А теперь посмотрите, любое проявление агрессии, когда человек, допустим, говорит, козел, дурак, матом ругается, когда человек говорит, ну ты урод, там, и так далее, или когда вы идете, толкнули кого-либо, когда вы там кому-то что-то сказали плохое, когда вот сделали поступок, который расстроил людей и так далее, то вы становитесь должниками, потому что те люди, которые вам желают зла, они желают вашей боли. И потом у вас развиваются заболевания, которые приводят к тому, что эта боль появляется у вас. Представляете? И вы эту боль, испытывая, как бы выплачиваете тем, кто от вас этой боли хотел. Да, вот так. Но здесь еще такой нюанс. Мне могут сказать, допустим, им деньги ни во что, как бы развивая эзотерическую школу Кайлас. Именно поэтому мне сегодня необходима ваша помощь. Когда вы смотрите видео, не забывайте комментировать, не забывайте оставлять сообщения, не забывайте подписываться и не забывайте ставить звоночек. Дело в том, что все это в дальнейшем индексирует этот канал, и в дальнейшем та информация, которая необходима людям, она будет в дальнейшем распространяться с более яркой силой, и огромное количество людей, которые нуждаются в данной информации, которые готовы изменить свою жизнь, они все-таки прикоснутся к моим идеям философии и в дальнейшем смогут изменить свою судьбу в лучшую сторону. Ведь кто им должен помогать, если не мы? На сегодняшний день мир так устроен, что никто никому помогать не хочет. Все живут по принципу выживания. То есть правительство выживает, люди выживают и так далее. И все считают, что вокруг все должны так жить. Выживать, обижать, критиковать, топить, мучить и так далее, забирать. Но это не так. Но это не так. Мы в силах все вместе изменить это все. И мы можем это изменить путем пропагандирования нашей эзотерической школы, с нашей уникальной философией, с нашими уникальными вот такими системами преподавания и уникальными системами изменения человека, которые помогают человеку и дают ему возможности, используя методы, используя вот такие рычаги, используя инструменты, которые преподаются в школе, изменять не только внутренний мир, изменять свое здоровье, улучшая его в лучшую сторону, изменять внешний мир, изменять события внешнего мира, изменять события в семье, улучшая свою жизнь во всех направлениях. Конечно же, на первое место я ставлю все-таки идеи радости, идеи высокой духовности, идеи милосердия, человеколюбия, идеи помощи, взаимопомощи, энергетической помощи. Ставлю этические нормы или ставлю этические установки как бы на первое место. Это любовь к детям, любовь к своим родным, любовь к своим мамам, папам, к дедушкам, забота о старшем поколении, потому что они, скорее всего, никому в дальнейшем не нужны будут, кроме нас. Ну и это все, оно должно не забываться. Об этом всем должен кто-то говорить, потому что нужно ли на кладбище ложить записки с просьбами? А я хочу задать такой вопрос. Скажите, эти просьбы их должны увидеть мертвые люди или люди, которые стали духами, и после этого эти духи должны что-то для вас делать? Скажите, это же ваша родня, и после этого вы у этих духов, которые должны упокоиться, что-то требуете или просите, не стыдно ли? Это же очень нехорошо использовать духов в своих надобностях. Если человека забрала смерть, и человек находится во владении смерти, то тогда человек, обращающийся к духам, фактически обращается к духам. Скажите, что делает смерть? Она дает человеку боль, болезнь и смерть.
Таким образом, если вы, допустим, что-то попросите с бизнесом, этот бизнес умрет, потому что вы обращаетесь к смерти. Если обращаетесь там со здоровьем, здоровье умрет. Если там помоги дочери, умрет дочка. Не делайте этого, вы обращаетесь к смерти. То же самое человек делает, когда он использует такую вот символистику, типа, вот как обучают там, нужно обратиться к силе рода, пусть сила рода поможет. Это неправильно, потому что сила рода это умершие люди, а умершие люди помочь вам не могут. Я могу сказать, что у всех людей, которые когда-либо обращались к силе рода, к тем людям, которые умерли, у них всегда будет материальное обнищание, и они очень сильно от этого пострадают. Вот так. Ну что, о фанатизме и эстетизме. Очень часто женщины задают такой вопрос, он звучит так: Андрей Андреевич, каким образом научить себя или приучить себя не объедаться? Как сделать так, чтобы не переживать за что-то? Как научиться делать так, чтобы воспитать себя, что ли? Вы знаете, что в большинстве своем человеку нужно развить только одно качество, оно несложное. Вообще, эти качества, они такие противоположные. Вот смотрите, как на Новый год обычно это происходит. На Новый год можно эстетично поесть, а можно фанатично объесться. Можно... Такой вот эстетизм и фанатизм, он всегда присутствует у людей. Именно поэтому я всегда призываю к эстетизму больше, чем к фанатизму. Как научить себя не превращаться вот в такого поросенка, не превращать себя в фанатика? Для этого необходимо знать важность лишь одного слова. Это слово неважность. Очень важно понимать, что все не важно. Таким образом, такая игра слов получилась. Таким образом могу четко утверждать, что когда человек, допустим, садится кушать и говорит: ой, я сейчас как наемся, в этот момент он может себе сказать: да, конечно же, я хочу кушать, но еда для меня в большом количестве это не так важно. Или это не важно. Или объедаться это не важно, а важно поесть. Таким образом, в случае, если человек начинает произносить «это не важно», он теряет важность этого момента и в дальнейшем начинает себя контролировать. Понимание того, что это не важно, как обычно считает человек, и помогает человеку справиться вот с такими неприятными состояниями. Поэтому каждый раз, когда вы будете садиться за стол поесть, и перед тем, как вы начнете кушать, говорите: «это не важно для меня сейчас». Женщина спрашивала: Андрей Андреевич, каким образом можно отключиться от энергетического влияния? Как сделать так, чтобы энергетическое влияние перестало на меня действовать и так далее? Сразу же хочу вам сказать, любое энергетическое влияние возможно на человека, но только лишь до того времени, пока он этого боится и считает это очень важным для себя. В случае, если человек относится к этому пофигистически, я извиняюсь за такое принципиально простое ругательное слово, то это перестает на него действовать. Невозможно энергетически воздействовать на человека. Как правило, невозможно воздействовать энергетически на человека, который не боится и который относится к этому с абсолютным бесстрашием, абсолютно игнорируя любое зло. Человек, который игнорирует любое энергетическое воздействие, на него воздействовать невозможно. Именно поэтому очень часто предварительным является внушение человеку, что на него будут воздействовать, объяснение, толкование, что это будет на тебя происходить. Обычно кто-то это навязывает в виде идеи и так далее. Именно поэтому я всегда считаю, что игнорирование того, что на вас можно воздействовать, является одной из самых мощных защит, которые человек может себе поставить. Может ли человек, имея определенные виды энергии, влиять на других людей? Да, такое тоже существует. Но обычно это делается уже за большие деньги, делается это для очень богатых людей. И
миссии там, ну или задачи ставятся совершенно другие. То есть если это обычный человек, если никто не заплатил, то никто специально воздействовать не будет. А если и будет специально воздействовать, то воздействие возможно. Если этот человек запуган, боится, хочет защититься, на него воздействие будет действовать. Ваша любовь к людям, за заботу об учениках. Андрей Андреевич, мой сын часто болеет, это связано со мной эзотерически. Скоро ли выздоровеет? Спасибо за любой ответ. Обычно наши дети болеют в тот момент, когда мы что-то плохое говорим о ком-то. Именно поэтому очень часто моя рекомендация для мам и пап: закройте рот и никого не обсуждайте, не обсасывайте, может быть очень полезным для человека. Также очень часто человек делает в своей жизни что-то на шару или без желания оплатить. То есть человек делает так, хамылем, как говорят вот в народе. То есть человек никогда не задумывается о том, что за все придется платить. У меня когда-то была история в Египте, я ездил там на машине, и две женщины попросили их там подвезти в Хургаду, а это было в Сахал-Хашиши. Я их отвез, после этого привез, они сказали спасибо, собрались и ушли. Но для меня это было непонятно, потому что, по крайней мере, я потратил на это время и потратил там бензин, ну, нужно было что-то мне предложить. Я этого, если честно, не понял, но для них это было естественным. Раз мы вместе здесь отдыхаем, то мне не будет сложно их свозить, хотя я их видел там второй раз в своей жизни. Ну что ж, вот такие моменты очень часто могут быть конкретно тем, что называется на шару, бесплатно, хамылем. Таких примеров их существует бесконечное множество. Для многих людей это является прям задачей жизни и так далее. Многие люди стремятся к тому, чтобы выпросить, к тому, чтобы не заплатить, к тому, чтобы избежать и так далее. Не понимая, что они становятся должниками. Некая чаша долга, она накапливается в жизни человека. Вот смотрите, как в буддизме говорят, в жизни человека есть две чаши. На одной чаше его поступки хорошие, а на другой его долги, которые становятся кармическими долгами. Его хорошие поступки, они могут привести к хорошей судьбе, хорошему перерождению. Его долги, которые он должен, вот из-за того, что он сделал бесплатно, из-за того, что кто-то там для него сделал бесплатно, из-за того, что он должен, но забыл и уже не должен. Как там говорят, долги отдают только трусы. Это все наполняет чашу долгов. И у такого человека, допустим, у женщины есть ребенок. И она со временем начинает, у ребенка появляются неприятности. То есть ребенок начинает болеть, потому что она вот так все делала на шару, кому-то там не выплачивала, там кого-то обижала, старалась кого-то кидануть и так далее. Ну и это все в дальнейшем может проявиться в виде заболевания человека, заболевания ребенка. Обычно, если человек не любит себя, а любит ребенка больше, то долг этот выплачивается здоровьем или жизнью ребенка. Если любит больше там свою машину, квартиру, еще что-то, то выплачивание происходит за счет потери имущества и так далее. Обо всем этом можно узнать подробно, проходя мои обновленные ступени школы. В общем-то, я это вам советую сделать. Поэтому связано ли с вами это эзотерически? Да. И еще забыл сказать. Мужчина и женщина обычно, они должны быть связаны только за счет того, что они друг друга любят. Если нет любви, то любовь может замениться словом уважения. Уважение, я его уважаю просто так, он меня уважает просто так, уважаем друг друга за что-то и так далее. И далее есть другой вариант событий, это мы живем из-за там, денег, секса, еще из-за чего-то, но друг друга не уважаем. То есть мы готовы там найти что-то в стороне и там живем, и дальше находится то, ради чего они, собственно, живут друг с другом. Мы друг друга не уважаем, но мы живем из-за ребенка, который живет с нами. На энергетическом плане мама, которая не живет для отца, оттягивает от ребенка энергию и разрывает его ауру. Отец, который не живет ради ребенка, хватает эту ауру и тянет в другую сторону. Тем самым происходит разрывание энергетического разрывание ауры, разрывание кокона энергетического, появляется заболевание, такой ребенок начинает часто болеть и так далее. Именно поэтому мужчина с женщиной, у которых есть ребенок, должны определиться для себя, что они не живут ради детей, а живут ради семьи, ради друг для друга. Там.
Также, допустим, женщина не должна жить с мужем или мужчина с женщиной ради квартиры, для того, чтобы маме это нравилось или еще ради чего-то. Только для семьи. То есть так и нужно говорить. Наша жизнь совместная, она не ради детей, она все для семьи. В Закарпатті спокійно можна оставатися так. Як налагодить відношення з дорослим сином, його ненависті, немає кордонів, і церкви ходила, і заговори читала, то вам не потрібно не церкви, не заговори. Складуєте отак ручки, кожне утро кажете: ти мій маленький, я бажаю тобі, щоб всі путі, всі дороги перед тобою відкрилися, всі можливості відкрилися, щоб друзі були тільки добрі. После чего представляете, будто он вас обнимает, целует, будто он маленький, будто вы его прикладываете к груди. И завершением этого всего является, представляете, его кровь, которая соединяется с вашей и вот так циркулирует. Обожать будете друг друга. Это делать. И тут же сразу же появляется такой вопрос: Андрей Андреевич, как же испытывать хорошие эмоции, если я проживаю в своей жизни с такими людьми, которые меня все время огорчают? Они меня мучают. Там, я получаю такие письма, допустим, пишет человек: мама очень предвзято ко мне относится, у нее в жизни все плохо, и она все время меня мучает и так далее. Я хочу вам сказать, что в случае, если у кого-то плохое настроение, человек чувствует себя плохо, старайтесь произносить слова, но делайте это про себя, не говоря этому человеку. Произносите: я ни при чем. Вы действительно ни при чем, когда человеку плохо. Вы действительно ни при чем, если человек страдает гипертоническим заболеванием сердца или у человека высокая глюкоза в крови. Вы ни при чем. Не берите чувства других людей, как бы одевая их на себя. Не формируйте свою ценность жизни, одевая на себя чужие одежды, которые навязывают вам те люди, которые живут рядом с вами. И второй вариант. Определитесь наконец-то, на какой вы стороне, каким богам вы служите. Я об этом часто говорю. Мой совет такой: каждое утро, когда вы просыпаетесь, сложите руки перед собой и после чего скажите: я поклоняюсь добрым богам, я добрый человек. Вот если вы будете так делать, то вы увеличите стоимость своей жизни, и добрые боги дают добрые события. Таким образом, в вашей жизни очень все может поменяться в лучшую сторону и очень быстро. Вы увидите, как вы успокоитесь, вы увидите, как изменится отношение по отношению к вам, и вы увидите, как увеличится стоимость вашей жизни. Очень много людей сдвигают себя в сторону критики, обвинений, злости, обид и так далее, забывая увеличивать стоимость своей жизни, стоимость ценности своей жизни. Я рекомендую вам быть более добрыми, я рекомендую вам быть более эстетичными. Не забывайте о том, что мы радуемся жизни, видим окружающий нас мир, получаем удовольствие от того, что мы просто просыпаемся, от того, что у нас есть семья, от того, что вокруг нас что-то находится. Не переходим в состояние вчерашнего дня, не падаем в иллюзии или не впадаем в иллюзии. Стараемся хоть по чуть-чуть увеличивать стоимость нашей жизни. Душа больше всего боится злобы, так как злоба — это антидот Бога в человеческой душе. Если бы Бог был злым существом, то людей никогда бы не было на планете Земля. И единственное доказательство всемогущества и единственное доказательство доброты по отношению к миру Бога — это наличие самого мира. В том, что мир сейчас существует, разве это не является доказательством того, что Бог, всемогущее существо, хотя многие в это не верят, является существом, которое доброе. Поэтому человек, стремящийся к тому, чтобы быть подобным Богу, должен быть добрым и терпеливым. А мы обычно нетерпеливые, недобрые, ну и в большинстве своем злобные. Смотрите, когда, допустим, вы узнаете этот закон, то он сразу же как бы подразумевает под собой, что вы хотите быть тем человеком, который хочет включить в себя поток денег. И как же включить к себе поток денег? Человек может включить к себе поток денег или в свою сторону поток денег, если он включает в свою сторону чью-либо любовь. Каким образом это происходит? Вас могут любить безвозмездно ваши дети. Вас могут любить те люди, которые живут рядом с вами, если вы для них что-либо делаете просто так.
Вас могут любить в случае, если вы кого-либо гладите, обнимаете, целуете. Делайте так, чтобы любили вас близкие люди, делайте им подарки, разговаривайте с ним о чем-нибудь, находите контакт, стройте коммуникации, стройте какие-то мосты, меньше злитесь друг на друга, отпускайте какие-то плохие события, которые были в прошлом, держите друг друга за руки, старайтесь не обижаться, старайтесь понимать человека, делайте все для того, чтобы этому человеку было комфортно. Знайте, как сказал Достоевский в книге «Униженные и оскорбленные», в основе любого альтруизма или альтруистического поступка есть жажда наживы. Знайте, что это вы делаете не просто так. Вы это делаете во имя того, чтобы любовь текла в вашу сторону. Тот человек, который будет создавать в вашу сторону чувство любви, тот человек фактически будет направлять в вашу сторону энергию денег. Так как человек, создающий в вашу сторону энергию любви, создает фактически для вас приход материального благополучия. Что нужно делать, допустим, со своим бизнесом? Очень часто человек, который занимается бизнесом, не понимает. Бути, дякую, з повагою вашої учениці безкоштовної першої ступені. Для того, чтобы убрать долг, необходимо настроиться на то, чтобы его отдать. Что мешает? Это карма, страх какой-то. Страх остаться без денег, страх остаться голодным, страх. Это кармический страх. Он преодолевается только действием и лишь решительным поступком. Безопасно ли находиться в Кировоградской области, Александрия, до конца войны? Да. Как лечить? Очень часто женщины задают такой вопрос, он звучит так: Андрей Андреевич, каким образом научить себя или приучить себя не объедаться? Как сделать так, чтобы не переживать за что-то? Как научиться делать так, чтобы воспитать себя, что ли? Вы знаете, что в большинстве своем человеку нужно развить только одно качество, оно несложное. Вообще, эти качества, они такие противоположные. Вот смотрите, как на Новый год обычно это происходит. На Новый год можно эстетично поесть, а можно фанатично объесться. Можно такой вот эстетизм и фанатизм, он всегда присутствует у людей. Именно поэтому я всегда призываю к эстетизму больше, чем к фанатизму. Как научить себя не превращаться вот в такого поросенка, не превращать себя в фанатика? Для этого необходимо знать важность лишь одного слова. Это слово неважность. Очень важно понимать, что все не важно. Таким образом, такая игра слов получилась. Таким образом, могу четко утверждать, что когда человек, допустим, садится кушать и говорит: ой, я сейчас как наемся, в этот момент он может себе сказать: да, конечно же, я хочу кушать, но еда для меня в большом количестве это не так важно. Или это не важно. Или объедаться это не важно, а важно поесть. Таким образом, в случае, если человек начинает произносить «это не важно», он теряет важность этого момента и в дальнейшем начинает себя контролировать. Понимание того, что это не важно, как обычно считает человек, и помогает человеку справиться вот с такими неприятными состояниями. Поэтому каждый раз, когда вы будете садиться за стол поесть, и перед тем, как вы начнете кушать, говорите: это не важно для меня сейчас. Не относитесь к жизни слишком серьезно, говорит Садхгуру. Что он имеет в виду? Когда человек, допустим, слышит что-нибудь плохое, то этот человек может об этом задумываться. Вот о чем он говорит. И я об этом когда-то говорил. Очень часто люди начинают изучать информацию, забывая о том, что наш мозг имеет еще и подсознание. Именно поэтому, когда мы читаем любую информацию, любую критику, любой негатив, то хотим мы или нет, мы это накапливаем себе, даже если мы человек хороший. Именно поэтому, когда мы смотрим плохую информацию, или читаем плохие комментарии, или читаем какой-нибудь там не очень хороший контент, допустим, то после этого утром мы просыпаемся и начинаем вредничать. У нас портится настроение, но оно даже не портится, а оно проявляется, потому что наше сознание работает как пылесос. Поэтому любая информация, к которой мы даже прикасаемся, она невербально воздействует на нас, заставляя нас или снижая нам уровень восприятия, как бы обучая нас быть вот такими людьми. Это связано с неким таким пониманием, которое называется
в невербальное обучение большого количества слоев населения, невербальное обучение человека. Как это происходит? Человек, который, допустим, один человек попадает в Абхазию и живет в Абхазии очень длительное время, и он разговаривает с абхазцами, не зная абхазского языка. Или там в Грузию, не зная грузинского языка. Так вот, первое время этот человек будет идиомоторно повторять или ломать свой русский язык. То есть, эй, дорогой, что такое, дорогой? То есть он будет вот таким образом кривляться, после чего начнет туда вставлять вот такие слова. Почему? Это невербальное влияние на человека. Это невербальное влияние, мы его получаем постоянно в виде ожогов. То есть, когда человек говорит, да я просто посмотрю новости, а там какашки, жуки-пуки, вредины, нехорошие, злые и так далее. Вот это все, оно накапливается, как бы записывается на подсознание и формирует ваши чувства. То есть, на следующий день вы были днем этого дня хорошими, то есть ты моя ласточка, ты моя золотце, а потом начинаете смотреть, этот что-то сказал, этот, не дай бог, этот что-то сказал, этот, там, эти плохие, потом почитали комментарии, сволочи, уроды, там, какашки и так далее. И я извиняюсь, я ругаюсь. После этого, после чего на следующий день у вас утром настроение выругаться, кого-нибудь там построить, там на детей накричать, вы это все насобирали. Именно поэтому он говорит, Сатья, не Сатья, как вот, Садгуру, он говорит о том, что да, действительно, необходимо относиться к жизни не так серьезно, не так проникаться теми идеями, которые есть вокруг нас. Вы понимаете, не нужно верить всему, что есть в окружающем мире. Не нужно верить и слышать и доверять любой информации. Не нужно проникаться. Я обычно даже говорю такие слова. Не можете изменить. Не касайтесь этого. Вот смотрите, люди часто читают политику, смотрят политические новости, но вы-то их не можете поменять. В постсоветском пространстве люди не могут ничего изменить, потому что вместо них это меняется просто руководителями их стран. И, конечно, любые разговоры этих людей, они бессмысленны. То, что люди страдают и говорят, нас там чего-то нет, так ничего и не будет, никто ничего никому не должен, ничем не обязан. И как бы люди не... Там система по-другому устроена. Люди должны собираться, но они не соберутся, ну и так далее, потому что система противодействует этому и так далее. Ну и, конечно же, глядя на все это, я могу сказать, что люди в большинстве своем бесполезно тратят время, занимаясь или обучая себя, там, политинформируя и так далее. На самом деле они изменить это никак не могут. Ну и зачем так серьезно к этому относиться? Зачем так серьезно? У вас что, нет серьезных дел? Отнеситесь серьезно к своему телу. Занимайтесь зарядкой, приседайте, дышите на воздухе, гуляйте. Займитесь серьезно вашими детьми, вымойте им, свяжите носки, свяжите шарфик. У меня мама когда-то связала свитер и шарфик, так вот я его носил 15 лет. Не мог никак себя снять. Содрать не могли. Почему? Одевал, и тепло было, и приятно. Знаете, мамины ручки делали. Ну вот так это все было. А знаете, как мне было приятно? Я с ней не мог пообщаться, а свитер носил. И знал, что это мама мне сделала свитер. Своими руками сшила. Ну, как было приятно. Ладно, не интересен мне Садгуру. Продолжаю отвечать на вопрос. Андреевич, как выйти замуж уже 10 лет одна? У нас в моей школе, вы можете ее найти, Дуйко Гуру или школа Кайлас. В гугле пишите, и там выпадает сайт. И там есть некие такие семинары. Это вторая ступень школы Кайлас. Это быстрое замужество, вторая часть. Это Сангая 67 и Сангая 70. Вот проходите, хотя бы СНГ, но $20-30 стоит, не знаю сколько сейчас, там 67 и 70, начните проходить 70 или 67, 100% выйдете замуж, прям 100% гарантирую, даже если вы не ученик школы Кайлас. Так уже там все сделало, чтобы гарантия была 100%. Выйдите замуж. Я живу в Монреале, здесь в Торонто строят небоскребы с первым этажом, где неприлично высокий потолок в помещении на входе. Когда заходишь, то создается ощущение высасывающей воронки, как в церкви. Скажите, это делают специально для определенных людей или это просто для красоты? Нет, это для красоты. Вообще я хочу сказать, что высокие потолки обычно должны заставить человека быть более воодухотворенным. И любое помещение, в котором высокие потолки, заставляет человека быть не очень приземленным. То есть, если у человека высокие потолки, то он будет больше думать о семье, будет больше думать о любви, о Боге будет больше думать. Если они приземленные, то будет больше думать о сексе, там, о своих ногтях,
о том, как выживать, о том, как он кого-либо ненавидит. Видимо, это и стоит первой задачей, то есть сделать так, чтобы люди, которые пройдут через это помещение первого этажа и начнут жить в этом доме, не были совершенно приземленными людьми. Я могу сказать, что вот наверняка и 100% это благо для тех людей, которые живут в этих домах, больше, чем... А почему вам не нравится? А вам не нравится, потому что вы, видимо, извините, что я буду вас сейчас критиковать, приземленный человек, к сожалению. Ну и вам нужно это просто отпустить, сказать: о, как в церкви, а что в церкви плохого-то? Пусть будет как в церкви, душа парит. Что вы можете сказать о третьем предсказании Фатима? Здравствуйте, Андрей Андреевич, вы раньше занимались регрессивным гипнозом. Смотрела ролики сеансов регрессивного гипноза, там рассказывали, что душа после смерти представляется перед судом, существует ли таковой? Я такого не говорил. И есть ли уровни, на которые высший суд распределяет души? Нету. Также рассказывали об интерферентах, которые вредят человеку еще при жизни. Расскажите, пожалуйста, что делать человеку при жизни, чтобы после смерти... Я хочу вам сказать, что не нужно на меня цеплять погоны не мои. Я раньше занимался регрессивным психозом, да, гипнозом, хотя психоз ему больше подходит. Но хочу вам сказать, что я не рассказывал о том, что душа после смерти идет к какому-то суду. Это не так. Если я это где-то говорил, я ошибался, это неправильно. На прошлом вебинаре пятничном я об этом рассказывал. Но могу сказать, что очень часто люди начинают посещать регрессологов. И когда регрессологи... На чем базируется идея регрессологов? Она базируется на том, что человек может найти первопричину своих неудач. Они могут в этой жизни находиться или в прошлой и помочь человеку реализоваться или помочь человеку изменить себя. Но это очень правильно, как бы гипотетически. То есть в случае, если человеку дать возможность убрать страхи какие-либо, то в дальнейшем этот человек станет бесстрашным, значит более чего-то там добьется. Таким образом найти ту причину или первопричину, которая создала этот страх, после этого эту первопричину устранить, и в дальнейшем этот человек забудет об этом и будет более ровным человеком. Но вы никогда не задумывались о том, что любые негативные качества, которые есть у человека и которые он прошел, является для человека уроком, который создает его мировосприятие и его душевные ценности. Если ребенка бы не обижали в школе, то он бы вырос более озлобленным. Так наши негативные ситуации, в которых мы оказываемся, они дают нам опыт. И этот опыт, как правило, хороший. Дело в том, что любой негатив, он создан таким образом, чтобы человек мог стать более добрее. Неприятности, чтобы человек стал добрее, неприятности в семье, чтобы семья стала добрее друг к другу. Одним словом, любые проблемы, которые возникают у человека, они нацелены на то, чтобы человек стал более духовным существом, более добрым, более покладистым, более ровным и так далее. В случае, если мы убираем вот такие первопричины, то есть вспоминаем, когда вас обижали в школе, и устраняем это с помощью гипноза, то в дальнейшем у человека появляются проблемы, он изменяет свой характер, и вот эту нить, которая идет с плохого и вырабатывает в душе хорошее, эта нить исчезает, и человек вдруг становится вредным. Я это очень часто наблюдал и не мог объяснить себе, почему это происходит. Почему люди, которые многократно проходят процессы или вот такие сессии, правильно говорить, вот такие сессии регрессивного гипноза или сессии поиска первопричин, или там сессии, связанные с там, допустим, улучшением своего нынешнего состояния, вдруг в какой-то момент полностью изменяются. То есть раньше человек был добрый, хороший, ровный, становится агрессивный, хамовитый, становится злобный, начинает кидаться. Почему? Нельзя убирать все плохое из прошлого. Все плохое из прошлого сделало нас милыми, хорошими и добрыми людьми. Вот так это все устроено. Именно поэтому ковыряться в этом лучше не стоит, потому что обычно у человека портится характер. Напишите мне сейчас в комментарии обязательно в вебинарной комнате,
сайта duyko.guru, напишите, были ли у вас такие знакомые или сталкивались ли вы сами с тем, что проходя вот такие сессии регрессивного психоза, расстановок, сессии по возврату в прошлую жизнь и так далее, изменяло ли это в худшую сторону вашу судьбу? Также скажите мне, изменяло ли в худшую сторону обращение к вашему роду и в дальнейшем практике, где вы призывали свой род? Напишите мне правду. И я эту правду прочитаю для тех людей, которые в дальнейшем захотят видеть это видео. Дальше, почему нельзя возвращаться к прошлым жизням? Дело в том, что когда человек возвращается в прошлые жизни, то он возвращается в то место, где он был совершенно старым человеком. А когда человек умирает, то перед своей смертью, скорее всего, он болеет определенными заболеваниями. Это могут быть заболевания, которые были наработаны на протяжении всей жизни. Заболевания позвоночника, суставов, аутоиммунные заболевания, заболевания, возможно, психические и так далее. Мы же их не помним, эти заболевания. Так вот, когда человек начинает с помощью регрессивных вот таких практик или гипноза погружаться в те события, которые были в его прошлой жизни, то он погружается постепенно в свою жизнь, начиная с ее окончания. А обычно окончание обусловлено тем, что там были онкологические болезни, и человек умирал от чего-то или за счет чего-то. А если, не дай бог, там была онкология или ишемическая болезнь сердца, либо тяжелейшая гипертония, разрывы сосудов там, и так далее, то у человека энергетически все эти заболевания передаются в нынешнюю жизнь. И после такого сеанса вы на протяжении месяца можете внезапно, непонятно откуда, обрести самое настоящее онкологическое заболевание, и после чего иметь большие проблемы со здоровьем. Именно это очень часто я тоже наблюдал во время того, когда смотрел за тем, как проводятся сессии регрессивного гипноза и так далее. Андрей, подскажите, если же я все-таки закопала монетки под дерево, яблоня, кедр, как аннулировать действие обряда? Аннулировать его несложно. Необходимо взять горшок, после чего посадить в него что-нибудь, чтобы выросло. И здесь два варианта. Сказать, пусть то, что я похоронила, вновь зацветет. И после этого, когда что-то вылезет из этого всего, нужно сказать, хоть деньги не проросли, зато проросли там цветочки. На этом обряд аннулирован. Вот таким образом. Женя Анисимова, здравствуйте. Можно ли заламинировать нарисованный талисман? Можно, да. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Наближается коридор затмений. Что посоветуете делать? Мы, конечно же, в адвайте, но все же. Если бы человек тотально был связан со звездами и коридорами затмений и всем остальным, то человеку бы жилось очень плохо. Постоянно что-то происходит в нашем космическом пространстве. Я хочу вам сказать, что это у нас уже второй коридор затмений. Первый был, насколько я помню, там 15 мая начался и 10 июня закончился. Сейчас второй коридор затмений. Скажите мне, как повлиял на вас первый коридор затмений? Я хочу вам ответить, никак не повлиял. То же самое будет происходить и в этот коридор затмений. Живите естественной жизнью, никаких особых состояний и никаких особых изменений происходить не будет. Как влияют коридоры затмений на человечество? Коридоры затмений на человечество влияют таким образом, как будто происходит апгрейд. То есть новая замена информации и восприятия людей, которые проживают на планете Земля. Каким образом часть информации старой внезапно забывается, новая информация появляется. Какая появится новая информация? Новая информация — это информация свободы, радости и так далее. Сейчас хорошее, как ни странно, время. Нет времени падения, сейчас идет время рассвета, хоть мы и переживаем такие тяжелые периоды, тем не менее мы еще дождемся и увидим на этой земле и радость, и свет, и здоровье, и детей, и веселье, и везение, и все остальное. Недолго будет длиться еще вот такой ужас, который мы наблюдаем, обязательно это закончится.
Вспомнить эти слова, которые в свое время говорил великий человек Иисус Христос. Он говорил там о заповедях, и он говорил: не убей, не укради, там, не возлюби ближнего, возлюби ближнего своего и так далее. Наоборот, чуть спутал. Ну и, конечно же, хотелось бы сказать, что в то время, когда он жил, это было чрезвычайно актуально. Потому что, видимо, мир дошел до такой точки, что убийство другого человека это было естественным процессом. Но это делали из-под тишка, это делали еще как-то, и, видимо, делали это без угрызений совести. Когда он об этом сказал или объявил, то таким образом, наверное, произошло эволюционное перерождение. И тогда, наверное, со временем, когда люди перерождались, то у них исчезало такое желание. И, конечно же, сейчас, когда мы живем, у людей уже не появляется желание кого-либо убивать просто так. Хотя, наверное, во времена, когда повествовал Иисус Христос, то наверняка тогда дети рождались, и у них было желание убивать других людей, и у них было желание воровать с самого рождения и так далее. Но мы уже настолько эволюционировали, наша вся система настолько эволюционировала, что мы уже, как бы рождаясь, уже не подразумеваем убийство другого человека, у нас уже не появляется желание взять чужие вещи, и даже без обучения у ребенка не появляются такие желания. Есть этому доказательства, есть социальные эксперименты, которые доказывают то, что если ребенок не изучает никакую религию, у него все равно не появляется идея воровать или грабить, или издеваться над кем-то, или насиловать кого-либо, или там еще что-то, еще что-то. То есть это социальные эксперименты, которые доказали актуальность того, о чем говорил Иисус Христос на время того, когда Он проживал, и неактуальность этого всего уже в наше современное время, потому что мы перерождаемся и становимся уже совершенно другими людьми, уже не теми, которые были во времена повествования Иисуса Христа. Очень понравилось сегодня видео такое, я смотрел перед тем, как провести данный вебинар, и там 3 слова, которые должен повторять человек каждое утро. Это 3 слова, которые звучат так: я все смогу. Я хочу вам сказать, ваши 3 слова «я все смогу» могут настолько сломать вас и вашу жизнь, что вы не будете знать, куда вам деться. Дело в том, что почему этого не стоит делать и что нужно произносить. Произносите вместо этого слова, которые звучат так: если это кто-то сделал из людей, я тоже смогу это сделать. Дело в том, что бежать за вторым, бежать за первым во время бега легче, чем бежать первым. Первому тяжелее, для него это тяжелый труд. И обычно первыми становятся только те, кто длительное время бежал за вторым, за третьим, за четвертым. Это такая особенность нашей жизни. Есть стадион, и там все время добегает кто-то первым. Так вот, человек первый становится первым в большом спорте только в случае, если очень долгое время бежал вторым, третьим или еще каким-либо. Человек сразу же не может быть первым, а слова «я все смогу» автоматически делают человека первым. Первые падают, первые плохо заканчивают, и нужно тренировать себя, чтобы быть первым. Именно поэтому я и говорю, если сделал кто-то другой, и я смогу. Таким образом, ставя для себя возможность быть вторым, третьим или еще каким-либо, вы можете достигать большего. Когда научитесь бежать вторым, третьим и четвертым, плавно и первым станете. Это такая особенность нашей жизни.